Всем привет! В этом обзоре я познакомлю вас с обновленным приложением Loud Sound. Пока оно существует только для айфонов, iPad'ов, для устройств на iOS. Сейчас уже в разработке версия для Android, она выйдет позже, но она будет точно такой же, так что этот обзор в принципе подойдет и к ней. Задумка приложения изначально была, я делал для себя, мне были нужны какие-то вещи, и в принципе можно было себе позволить сделать такое приложение. Очень хотелось правильный тон-генератор, календарь соревнований под рукой, результаты и все остальное. Это реализовано во второй версии приложения очень качественно. Я думаю, многим пригодятся и полезные вещи в этом приложении. Это утилиты, такие как тон-генератор и калькулятор мощности. Информационные вещи, это календари соревнований, результаты, правила и развлекательные. Очень много ссылок на наши развлекательные ресурсы, которые открываются в этом же приложении, и вы сможете убить время или посмеяться с друзьями, посмотреть что-то интересное, веселое, прокомментировать, поставить лайк и так далее. Приложение поддерживает много функций. Сейчас я расскажу вам о них подробнее. Так, об изменениях я буду говорить о всех, критичных, некритичных, мелких. Самое первое изменение и самое, наверное, некритичное, вы видите, иконка у нас поменялась, она стала более четкой, более красивой, без всяких полосок. Далее, серьезное улучшение, это у нас запуск программы, во-первых, стал быстрее, без всяких приветствий. Она запускается моментально. Во-вторых, она сразу включает то, что наиболее часто используют в этом приложении. Это тон-генератор. В основном из-за него все и скачивают. Тон-генератор нужен для того, чтобы с помощью iPhone можно было воспроизвести любую частоту. Это нужно для проверки системы, это нужно для тестов мощности усилителя, например. В общем, может пригодиться вам для разных целей. Как им пользоваться? Очень просто. Здесь у нас выбор 3 диапазонов. В принципе, это кнопки не нужные. Если вы введете сюда значение среднего диапазона, он автоматически его переключится на него, поэтому это сделано, возможно, кому-то понадобится. Здесь вы можете писать частоты руками. После нажатия кнопки «Воспроизвести» у вас воспроизводится частота, и дальше вы можете регулировать плавно вот этой стрелкой. Стрелку сделали еще более плавно, и вы можете вот по 1 Гц спокойно менять частоту в зависимости от той, которая вам нужна. Например, пристреливая там короб к сабвуферу, вы включаете 35 Гц, запускаете, и стрелка меняет частоты. Видите на датчике в реальном времени, как у вас меняется давление, как ведет себя система. Дальше мы переходим к калькулятору. Второй пункт — это калькулятор. Можно посчитать мощность в реальном времени и сразу увидеть, какое у вас сопротивление. Для этого вы вводите сюда вольты. Допустим, у вас 25 вольт и амперы, 10 ампер. Вы сразу видите мощность 250 ватт и сопротивление 2,5 Ома. Ничего не нажимая. Также вы можете нажать кнопку «Сохранить», и у вас сохраняется значение. Вы можете потом к любым из этих значений вернуться, посмотреть, какие у вас были предыдущие замеры. Чтобы очистить историю, нажимаете кнопку «Очистить». Вот так просто работает калькулятор, очень удобно. Здесь показывается мощность, здесь сопротивление, и мы можем сохранять значения для последующего их вызова. Вот, по скучной части приложения все. Дальше у нас начинается развлекательная и информационная часть. Новости. Это моя страница ВКонтакте. Здесь мы постим интересные видео, новости из нашей работы. Вот, например, можно увидеть, как девушка кончила от баса в машине. Очень интересное и необычное видео. Но вам придется зарегистрироваться, потому что оно 18+. Слайдер у нас не работает, вот именно в новостях, и только в новостях, во всех остальных пунктах работает. Это потому, что сам ВКонтакт здесь использует эту штуку. Вы можете вернуться, схватившись вот за эти верхние 3 полоски слева вверху, и вернуться к слайд-меню. Дальше у нас идет пункт соревнования, очень полезная штука для тех, кто участвует либо собирается участвовать. Здесь у нас AMT, Rask, AM и DB Battle. Пока у нас нет здесь DB Drag, они делают сайт, и как только сайт будет сделан, добавится сюда еще DB Drag.
Здесь у нас есть календарь, результаты и правила. Например, если вы хотите ознакомиться с правилами Эмма, нажимаете вот здесь и попадаете на страницу с правилами прямо на их сайте. Мы решили, как в прошлом приложении, сами не вести эти страницы. Это геморно и не всегда оперативно, поэтому вы вот из первых рук будете получать информацию. Также можете ознакомиться с результатами любых соревнований. Вот, например, попробуем посмотреть результаты МТ. Результаты вот по годам у нас здесь все, 2015. Сейчас посмотрим, есть ли уже финал. Ростов-на-Дону открытие и Краснодар финал. Да, вот можно уже посмотреть цифры. Вот они, это у нас качество, мультимедиа, вот звуковое давление. Можно найти специалист, профессионал, монстр. Вот вы видите результаты последних замеров. Сумасшедший результат Борина Димы. Немножко до него не дотянулся Коля Широченко. Вот. Ну, Пятигорск с не очень стабильной, но достаточно громкой системой. И мы со своими небольшими, но постоянными цифрами. Вот, можно ознакомиться с любыми результатами. Можно посмотреть календарь предстоящих соревнований. Тоже очень удобная штука. В общем, вся информация по соревнованиям у вас на одном экране. Вам не надо лазить по куче сайтов, по куче ссылок. У вас здесь все под рукой. Вы можете выбрать любой формат, посмотреть, когда будут соревнования, когда будет какой этап, посмотреть результаты по ним, карту, если приложил организатор. В общем, вот так постарались сделать для вас более удобными посещение соревнований, чтение правил и ознакомление с результатами. Дальше у нас идет категория видео. Это видео с моего канала на YouTube. Они все здесь в одном месте собраны. Ничего необычного, просто все наши видосы в одном месте. И дальше идет ссылки. Здесь очень много всего. Здесь магазин. Можно зайти к нам на магазин, посмотреть товары, выбрать, здесь же заказать. Это наш интернет-магазин. Он сейчас номер 1 в России по посещаемости, по автозвуку. Дальше у нас магазин ВКонтакте. Это те, кому лень из ВКонтакта выходить. Здесь мы постим всякие интересные вещи, распродажи, какие-то необычные, уникальные, редкие и так далее. Вы можете в любом здесь меню, когда вы находитесь в ВКонтакте, залогиниться, да, ставить также лайки, делать репосты. Вот он мне сейчас предложил залогиниться. И я могу, залогинившись, даже не заходить в приложение ВКонтакте, сидеть отсюда. Не только по нашим страницам лазить, по LoudSound, а по любым. Также у нас есть форум LoudSound. Можете здесь задавать вопросы, делиться навыками. Здесь очень много разных тем. Вот, например, варианты аудиосистем есть на разные бюджеты. Видео разбиты по категориям, ну и так далее. Достаточно много уже участников у нас. По-моему, 7000 было. Да, уже 7466 вот участников. 3700 тем. Форум оживает, и меня это радует, потому что это как бы альтернатива бас-клубу, но с более приятным интерфейсом, немножко с другим уклоном. Ну, я не думаю, что мы конкуренты бас-клуба. Это как альтернатива, дополнительный сайт. В принципе, здесь тоже можно много интересного найти. Далее Инстаграм. Вы попадаете на мой Инстаграм. Отсюда также можете смотреть, лайкать, комментировать. Все у вас собрано в одном приложении. Твиттер. Ну, моя публика почему-то Твиттер не очень любит. Поэтому у нас тут не очень много подписчиков. Но однако сюда все дублируется из контакта, с Ютуба. Если у кого-то есть Твиттер, подписывайтесь. У нас он есть. Правильная музыка. Вот здесь это очень интересный пункт. Очень хорошо, что он прошел в App Store. Здесь выкладывают наши админы и я иногда очень хорошую музыку, которая громко и качественно играет. У нас очень много уже подписчиков. И это не накрутки, это реально люди 102 тысячи. Это потому, что людям сайт нравится, вернее страница ВКонтакте. Они подписываются, делятся с друзьями. Треки действительно здесь кайфовые. Вы можете их отсюда же запустить. Можете послушать любой трек. Соответственно, через интернет. И нажав на плюсик, можете добавить его в ваши аудиозаписи. Ну, соответственно, для этого нужно залогиниться. И вот из этого приложения очень удобно можно и слушать, и добавлять понравившиеся вам треки. Например, пока вы едете за рулем. И последняя, ну не последняя по значимости ссылка, это наш любимый антиавтозвук. Это супер страница, которая растет сумасшедшими темпами. 50 тысяч уже человек читает. Это фирменный шест. Это провалы из мира автозвука, инсталляции смешные, глупые, смелые и так далее. То есть тут есть что посмотреть очень много.
Вы также можете залогиниться, ставить лайки, комментировать и так далее. Вот, кстати, очень круто, очень. Есть чего поржать, и постоянно добавляются посты, постоянно вы предлагаете, мы опробуем какие-то смешные, какие-то нет. Предлагайте ваши новости сюда, подписывайтесь обязательно. Вот, таким образом, это все у вас, ко всему этому есть доступ из одного приложения. Вы можете, заходя в LoudSound, смотреть антиавтозвук, слушать музыку, посмотреть ко мне в Инстаграм, зайти на форум, в магазин, посмотреть товары какие-то, если присмотрели, соревнования. Видео посмотреть, когда стало скучно, посмотреть новости у меня на странице про автозвук. Вот, не работает из контакта, у нас слайд. Ну и, конечно, вот SPL-щикам очень пригодятся калькулятор и тон-генератор. Таким образом, вторая часть приложения стала более полезной, она стала быстрее, она стала красивее, и я думаю, что большинство функций, которые в ней есть, вы будете использовать. Вас убедительно прошу зайти, оставить комментарий, отзыв в App Store, поставить звезды. Очень первая часть удивила, там было очень много оценок, и все были 5 звезд. Приложений в App Store с 5 звездами достаточно мало. Я рад, что первая часть нашего приложения стала именно такой. Я надеюсь, вторая будет не хуже, учитывая то, что мы ее доработали, сделали ее лучше и удобней. Если вы и с другой стороны, я не помню, если честно, как выполнена локализация, но посмотрев этот обзор, я думаю, вы сможете пользоваться этим приложением, нажимая там даже на русские буквы, ничего сложного нет. Тон генератора и калькулятор мощности пригодится во многих странах, и русский язык для этого знать не обязательно. Поэтому пользуйтесь на здоровье, в какой бы вы стране ни жили. Лучшей благодарностью от вас будет отзыв в App Store, 5 звезд и рекомендация вашим друзьям. Для нас это будет лучшая благодарность за проделанную работу. В общем, я надеюсь, что приложение окажется для вас полезным. Вы будете его рекомендовать, будет много скачек. Мы будем работать над следующими версиями, добавлять, улучшать и так далее. Если вы хотите связаться с разработчиком, который делал это приложение, это Александр Гусев, можете это сделать через меня, через мою страницу ВКонтакте, либо электронную почту, все ссылки, все мои контакты в описании под видео. Если вам нужен разработчик для программы Apple, можете через меня выйти на Александра. Я думаю, что он поможет вам в этом, но только после того, как закончит версию приложения LoudSound для Android. Все, всем пока.